Ты когда-нибудь видел такую милую рыбку, как иглобрюх? Маленькая, забавная, смешно раздувается, когда пугается, но под этим милым обликом скрывается одна из самых смертоносных рыб на планете. Ее яд, тетрадотоксин, настолько мощный, что может убить взрослого человека за считанные минуты. Представь себе, всего одной капли хватит, чтобы парализовать десятки людей. Он блокирует нервные импульсы, и человек остается в сознании, но теряет возможность двигаться, говорить, а потом и дышать. Медленная, мучительная смерть. Что еще страшнее, противоядия нет. Если яд попал в организм, остается только ждать. Некоторые выживают, если получают экстренную помощь, но многие просто умирают, не успев понять, что произошло. Самое жуткое, во многих странах эту рыбу едят. В Японии из нее делают деликатес под названием фугу. Готовить ее могут только специально обученные повара, которые годами изучают, как правильно удалить ядовитые органы. Но даже у мастеров иногда случаются ошибки. Были случаи, когда люди умирали прямо за столом, потому что повар оставил микроскопическую дозу яда в мясе. Но знаешь, что еще страшнее? Некоторые иглобрюхи не такие безобидные, как кажется. Их яд может передаваться через кожу. Просто прикоснувшись к рыбе, можно получить смертельную дозу. А теперь представь, что в океане есть существа, которые могут убить тебя еще страшнее. Добро пожаловать в следующую главу. Существо, которое может вскипятить твою кровь. В глубинах океана живет существо, которое использует тепло как оружие. Это богомоловый рак. С виду просто странный рачок с большими глазами и разноцветными панцирями. Но знаешь, что делает его таким опасным? Его кулаки. Это не просто лапки, это оружие, которое разгоняется быстрее пули. Богомоловые раки атакуют с такой силой, что вода вокруг них буквально вскипает. Это называется кавитация, когда жидкость превращается в пар из-за резкого падения давления. Представь себе, существо размером с ладонь может создать мини-взрыв, который нагревает воду до невероятных температур. Эти удары настолько мощные, что могут разбить стекло аквариума, пробить панцирь краба и даже сломать кости. Но еще страшнее его глаза. У него самое совершенное зрение в животном мире. Он видит цвета, которые мы даже представить не можем, и улавливает малейшие движения. Жертва не успевает среагировать и через долю секунды получает смертельный удар. Но если ты думаешь, что маленькие существа самые опасные, подожди, пока узнаешь о крошечном убийце, который охотится на миллионы людей каждый год. Крошечный убийца. Знаешь, какое животное убивает больше людей, чем акулы, змеи и медведи вместе взятые? Это обычный комар. Маленькое, назойливое создание, которое портит летние вечера. Но этот мелкий вампир – настоящее оружие массового уничтожения. Через укусы комары переносят болезни, убивающие миллионы людей каждый год. Малярия, лихорадка Денге, вирус Зика. Список можно продолжать. Самое страшное, что ты даже не почувствуешь момент заражения. Комар впрыскивает анестетик в твою кожу, и пока ты чешешься, болезнь уже проникает в кровь. Но есть еще один ужасный факт. Комары мутируют. Из-за изменения климата они появляются там, где их никогда не было, и распространяют новые болезни. Они адаптируются быстрее, чем мы создаем лекарства. И если мы не найдем способ остановить их, человечество окажется в серьезной опасности. Но иногда смертельные существа выглядят еще безобиднее. Лягушка, которая может убить слона. Эта крошечная лягушка размером с монетку выглядит как игрушка. Ее яркая кожа переливается желтыми, синими и оранжевыми оттенками. Кажется, что ее можно взять в руки и рассмотреть поближе. Но не делай этого. Лягушки-древолазы – одни из самых ядовитых существ на планете. Их кожа покрыта токсинами, которые впитываются через кожу и могут остановить сердце взрослого человека за считанные минуты. Одна такая лягушка содержит столько яда, что его хватит, чтобы убить 20 человек или даже одного взрослого слона. Туземцы Южной Америки используют этот яд для охоты. Они смазывают наконечники стрел, и даже мельчайшей царапины хватает, чтобы парализовать добычу. Но откуда у лягушки такой смертельный яд? Дело в том, что она его не производит, она получает его с пищей. В природе эти лягушки питаются ядовитыми насекомыми, и их организм превращает яд в настоящее оружие. Но есть еще более неожиданные существа, которые кажутся безобидными, но скрывают смертельную опасность. Очаровательная смерть. Когда ты смотришь на утконоса, трудно представить, что он может быть опасным. Маленький, пушистый, с забавным клювом и лапками. Кажется, будто это существо выдумал пьяный ученый. Но знаешь, что скрывает этот милый зверек? Он ядовит, и его яд не просто причиняет боль, он вызывает такую агонию, что даже сильные обезболивающие не помогают. Самцы утконосов обладают шпорами на задних лапах, из которых выделяется мощный токсин. Этот яд не убивает, но он разрушает нервные окончания, и жертва испытывает боль, которая может продолжаться неделями. Были случаи, когда люди, укушенные утконосом, умоляли врачей ампутировать им конечность, потому что не могли выдержать страданий. Но есть существо еще опаснее. Об этом в следующей главе.
Муравей, способный вызвать адскую боль. Ты когда-нибудь задумывался, каково это — почувствовать настоящий ад на своей коже? Некоторые говорят, что это похоже на ожог расплавленным металлом, другие сравнивают с электрошоком, который не проходит. Познакомься с пулящим муравьем. Этот красно-черный муравей выглядит совершенно безобидно, но его укус один из самых болезненных в мире. Боль от него длится до 24 часов. Люди, которых кусал этот муравей, описывали ощущение так, будто тебя одновременно бьют молотком и поджигают. Но знаешь, что самое страшное? Некоторые племена Амазонии используют этих муравьев в ритуалах. Молодые воины надевают на руки перчатки, наполненные сотнями этих насекомых, и должны терпеть, не показывая боли. Многие теряют сознание. А теперь представь, что где-то есть птица, которая настолько ядовита, что ее нельзя есть. О ней в следующей главе. Ты знаешь то, что яд можно встретить не только у змей, пауков и лягушек, но и у птиц? Есть такие пернатые, которых лучше не трогать. Одна из них — маленькая птичка под названием капюшонная петоху. Она выглядит мило, черно-оранжевое оперение, любопытный взгляд, но ее перья и кожа содержат батрахотоксин, тот же смертельный яд, что и у ядовитых лягушек-древолазов. Если взять петоху в руки, можно получить сильное онемение или ожог, а если съесть, возможен паралич или даже смерть. Ученые выяснили, что эта птица получает яд из своего рациона. Она питается ядовитыми жуками, и ее организм накапливает токсин в тканях. Но птицы не единственные существа, которые могут убить неожиданным образом. Рыба, способная кастрировать мужчину. Ты купался когда-нибудь в реке, ничего не подозревая, пока что-то не коснулось твоей ноги. Теперь представь, что это существо не просто плавает рядом, а нацелилось прямо на тебя. Знакомься, кандиру. Эта крошечная рыбка живет в Амазонке и известна своими ужасными привычками. Она проникает в тело человека через самые неожиданные отверстия и начинает питаться изнутри. Но самое страшное — случаи, когда кандиру заползала в мочеиспускательный канал мужчин. Она цепляется своими шипами и начинает разрывать ткани изнутри. Единственный способ избавиться от нее — хирургическое вмешательство. Местные жители боятся кандиру больше, чем пираний. И если ты думаешь, что это звучит страшно, подожди, пока узнаешь про птицу, которая убивает как профессиональный убийца. Птица с кинжалом. Птицы обычно не ассоциируются с опасностью, но есть одна, которая могла бы работать киллером. Это казуар, огромная, до 3 футов в высоту, нелетающая птица из Австралии. Казуар обладает самым опасным оружием среди птиц — гигантскими когтями. Один удар его лапы может пробить живот и выпустить кишки, но самое жуткое — его скорость. Он может разогнаться до 50 миль в час и догнать человека в считанные секунды. Если он нападет, шансов спастись почти нет. Эта птица считается одной из самых смертоносных на планете. В прошлом были случаи, когда люди погибали от атак казуаров. Но если ты думаешь, что птицы самые страшные убийцы, подожди, пока узнаешь про существо, которое может превратить тебя в зомби. Зомби существуют, правда, не такие, как в фильмах ужасов. В мире насекомых есть существо, которое способно полностью подчинить жертву и превратить ее в живого мертвеца. Это осоизумрудный тараканий паразит. Когда она находит таракана, она вводит ему яд прямо в мозг. Этот яд блокирует инстинкты жертвы. Теперь таракан не может убежать, не может сопротивляться. Он становится безвольной марионеткой. Оса буквально берет его за усик и ведет, как на поводке, к своему гнезду. Там она откладывает яйца прямо в его тело. Через несколько дней личинки вылупляются и начинают поедать таракана изнутри, пока он еще жив. Этот паразит настолько совершенен, что ученые даже изучают его яд, чтобы понять, можно ли с его помощью контролировать мозг других существ. В следующей главе рыба, способная отправить тебя в нокаут разрядом в 600 вольт. Представь, что ты плывешь в мутной воде реки Амазонки. Внезапно ты чувствуешь сильный удар, как будто тебя сбил грузовик. Тело парализует, мышцы сводят судорогой. Ты пытаешься выплыть, но не можешь даже пошевелиться. Познакомься с электрическим угрем. Эта рыба может генерировать разряд силой до 600 вольт. Этого достаточно, чтобы сбить с ног взрослого человека. Что делает его еще опаснее? Он может наносить несколько ударов подряд. Если жертва не умрет от первого разряда, угорь просто продолжит атаку, пока ее не парализует полностью. Были случаи, когда люди тонули, потому что не могли больше двигаться после удара этой рыбы. В отличие от обычных хищников, угорь не использует яд или зубы, он просто превращает свое тело в живую электрошоковую дубинку. А теперь представь, что есть насекомые, укус которых может медленно убивать тебя годами. Об одном из них в следующей главе. Ты, наверное, знаешь, что летучие мыши-вампиры пьют кровь.
Но мало кто знает, что есть насекомое, которое делает то же самое и при этом оставляет смертельный подарок. Знакомься, поцелуйный клоп. Это маленькое существо охотится по ночам, прокалывает кожу своей жертвы и высасывает кровь. Но самое страшное не сам укус, а то, что происходит потом. Этот клоп – переносчик болезни Шагаса, которая может годами скрываться в организме человека, а затем внезапно убить его. Болезнь поражает сердце, нервную систему и внутренние органы. Многие жертвы даже не знают, что заражены, пока не становится слишком поздно. Каждый год болезнь Шагаса убивает тысячи людей. И что еще хуже, поцелуйные клопы распространяются все дальше, двигаясь из Южной Америки в Северную. А теперь представь, что под песком скрывается существо, способное убить тебя, прежде чем ты поймешь, что оно там. О нем в следующей главе. Ты идешь босиком по теплому песку. Под ногами все мягкое, уютное. Но в какой-то момент ты чувствуешь укол. Через несколько минут начинается жжение. Затем невыносимая боль. Ты понимаешь, что наступил на одно из самых опасных существ на планете – песчаного скорпиона. Его яд атакует нервную систему. Укушенный сначала ощущает легкое покалывание, затем мышцы начинают сводить судорогой. В самых тяжелых случаях наступает паралич, остановка дыхания и смерть. Но знаешь, что самое страшное? Эти скорпионы почти невидимы. Они идеально маскируются под окружающую среду. Ты никогда не узнаешь, что он рядом, пока не станет слишком поздно. Следующая глава о существе, которое выглядит как игрушка, но скрывает в себе смертельный яд. Ты видишь перед собой маленькое пушистое создание с огромными глазами. Оно похоже на героя мультфильма. Кажется, что его можно взять на руки, погладить, покормить. Но если ты это сделаешь, ты рискуешь своей жизнью. Это медленный лори, единственный в мире ядовитый примат. На первый взгляд он выглядит совершенно безобидным. Но когда он чувствует опасность, он облизывает свои лапки, смешивая слюну с токсинами, выделяемыми железами на локтях. Если он тебя укусит, яд может вызвать анафилактический шок. В худшем случае остановку сердца. Но знаешь, что самое жуткое? Лори не использует яд только для защиты. Иногда самки наносят его на шерсть своих детенышей, чтобы сделать их несъедобными для хищников. А теперь представь, что существует существо, которого ты даже не увидишь, пока не станет слишком поздно. В следующей главе невидимый убийца в воде. Ты плаваешь в кристально чистой воде, наслаждаясь теплыми волнами. Вокруг нет ни акул, ни медуз, ни опасных рыб, но вдруг ты чувствуешь жгучую боль. Затем начинается головокружение, дыхание сбивается, тело охватывает слабость. Познакомься с морской осой, самой опасной медузой в мире. Ее прозрачные щупальца почти невозможно заметить, но именно они превращают ее в идеального убийцу. Яд морской осы атакует нервную систему, вызывает невыносимую боль, паралич и острую сердечную недостаточность. Люди, которых она ужалила, часто умирают от шока, даже не успев выбраться на берег. Самое страшное, щупальца этой медузы могут достигать 10 футов в длину, и даже если медуза погибла, ее щупальца остаются ядовитыми еще несколько дней. В следующей главе существо, которое можно раздавить пальцем, но оно убьет тебя первым. Это маленькое, мягкое существо. Оно кажется настолько безобидным, что ты можешь взять его в руки. Но это будет твоя последняя ошибка. Знакомься, голубокольчатый осьминог. Он размером с мячик для гольфа, но его яд способен убить взрослого человека за считанные минуты. Этот осьминог не кусается, не атакует, не гонится за жертвой. Все, что ему нужно, просто прикоснуться к тебе. В его слюне содержится тетрадотоксин, тот же самый яд, что у рыбы фугу. Попадая в организм, он блокирует нервные импульсы. Сначала ты перестаешь двигаться, потом говорить. Затем твои легкие перестают работать, и ты умираешь от удушья, оставаясь в полном сознании. Самое страшное, у этого яда нет противоядия. Но если ты думаешь, что все самое жуткое позади, ты ошибаешься. Пушистый, но смертельный. Ты идешь по тропическому лесу и видишь что-то пушистое, похожее на маленький комочек шерсти. Кажется, что это детеныш животного или просто милая гусеница. Но если ты ее потрогаешь, ты можешь умереть. Это южноамериканская пушистая гусеница. Ее тело покрыто длинными мягкими волосками, которые на самом деле скрывают смертельно опасные ядовитые иглы. Когда человек касается ее, яд проникает через кожу и вызывает жуткие симптомы: невыносимую боль, судороги, внутренние кровотечения. В тяжелых случаях возможен анафилактический шок и остановка сердца. Но самое страшное, жертва не понимает, что происходит, пока не становится слишком поздно. Она думает, что просто коснулась чего-то безобидного, а спустя несколько минут ее тело начинает агонизировать. Эти гусеницы убили сотни людей. И что самое ужасное, они могут падать с деревьев прямо на человека, оставляя ему шанс на выживание всего в несколько минут. Так что если ты видишь что-то маленькое и милое, лучше не трогай, потому что самые опасные существа — это те, которые кажутся безобидными.